Это британская антарктическая база Хелий, и она умеет ходить. Огромное здание стоит на гидравлических ногах, а вместо ступней у него гигантские лыжи. Однажды команде людей внутри пришлось буквально сдвинуть свой дом с места и оттащить его на десятки километров. Лед под станцией начал трескаться, и оставаться на прежнем месте стало смертельно опасно. Это не фантастика и не компьютерная игра. Это реальный дом на самом холодном континенте планеты, где Земля под ногами живет своей жизнью, ползет к океану, тонет под снегом и разламывается на части. А совсем рядом стоит другая станция, которую построили так, чтобы ее можно было поднимать все выше и выше. Иначе снег, который здесь никогда не тает, похоронил бы ее заживо всего за несколько лет. Как вообще можно строить надежные дома там, где сама поверхность пытается тебя утопить, закопать и унести в море? Сегодня ты увидишь инженерные решения, которые кажутся безумием, но работают прямо сейчас, на краю света, в Антарктиде. Прежде чем разбираться, как строят эти станции, стоит понять, с чем вообще борются инженеры. Антарктида — самый холодный, самый ветреный и самый сухой континент на всей планете. Зимой температура здесь легко падает до минус 50, а в глубине материка опускается и ниже минус 80. Ветер разгоняется так, что сбивает человека с ног и режет любую открытую кожу за считанные минуты. Но главная проблема даже не холод, а время. Строить здесь можно всего 2-3 месяца в году, примерно с декабря по февраль, пока длится короткое антарктическое лето. Все остальное время континент закрыт. Корабли не пробиваются сквозь льды, а самолеты не рискуют садиться в темноте и морозе. Пропустил это короткое окно и жди следующего целый год. А еще зимой солнце месяцами вообще не поднимается над горизонтом, и над станциями висит сплошная полярная ночь. И это еще не все. Почти каждый болт, каждую панель и каждый литр топлива нужно привезти сюда за тысячи километров по морю или по воздуху. В Антарктиде нет никакой инфраструктуры, ни заводов, куда можно сгонять за забытой деталью. Если чего-то не хватило, а самолет уже улетел, стройка просто встает до нового сезона. Поэтому инженеры считают все заранее с запасом, как будто собирают экспедицию на другую планету. Добавь к этому строгие правила. По международному договору строители обязаны беречь этот нетронутый край. Нельзя оставлять после себя мусор и загрязнять землю. Все, что привезли на континент, потом придется вывезти обратно, вплоть до последней железки и капли отходов. Природа здесь настолько чистая, что любой брошенный след останется заметным на десятилетия вперед. Получается жесткая головоломка. У тебя есть всего пара месяцев, ограниченный запас материалов и место, где обычная ошибка стоит не денег, а человеческих жизней. Именно поэтому каждую такую станцию продумывают до последнего винтика, еще до того, как первый ящик коснется льда. Теперь познакомимся с главным врагом любой антарктической стройки. Это не мороз и не ветер, а обычный, на первый взгляд, снег, который здесь никогда не тает. Он просто ложится слой за слоем, год за годом, и постепенно превращается в плотную, тяжелую массу. И эта масса медленно, но неумолимо давит на все, что стоит на поверхности. Проблема в том, что снег не просто засыпает здание сверху. Ветер несет его вдоль земли и наметает вокруг любого препятствия огромные сугробы, которые называют снежными хвостами. Поставь на ровном месте обычную коробку, и уже через пару сезонов ее занесет по самую крышу. А потом снег начнет давить на стены с такой силой, что способен смять металл и раздавить постройку изнутри. Именно так и погибали первые станции. Их строили прямо на поверхности, не задумываясь о том, что снег не остановится. Проходило несколько лет, и здания оказывались все глубже под белой толщей, пока их окончательно не сминало и не хоронило. Самую первую станцию на Южном полюсе в итоге просто оставили. Люди ушли, а снег медленно поглотил ее целиком.
Со временем инженеры поняли простую, но неприятную истину. Со снегом здесь нельзя справиться привычными способами. Его невозможно счистить раз и навсегда, потому что он пребывает постоянно и не тает даже летом. Каждый год поверхность становится все выше, и любое неподвижное здание обречено медленно тонуть в этом бесконечном белом приливе. И тогда встал главный вопрос, который определил всю дальнейшую историю антарктического строительства. Если снег все равно будет пребывать и давить, а убрать его насовсем невозможно, то как вообще построить дом, который он не закопает? Ответ инженеры нашли неожиданный. И о первом гениальном решении мы поговорим прямо сейчас. Первое гениальное решение придумали на Южном полюсе, где стоит станция Амундсен-Скотт, принадлежащая Соединенным Штатам Америки. Инженеры рассудили просто. Если снег все равно будет прибывать, то нужно не бороться с ним, а подняться над ним. Поэтому новую станцию, открытую в 2008 году, поставили не на землю, а на высокие опоры-колонны. Все здание словно висит над поверхностью, а под ним свободно гуляет ветер. Но самое интересное скрыто в этих опорах. Они устроены как домкраты, точь-в-точь как те, которыми поднимают машину, чтобы поменять колесо. Когда снег вокруг нарастает и поверхность поднимается, все огромное здание можно поднять домкратами еще выше. По сути, станция умеет расти вверх вслед за снегом, и поэтому никогда не окажется погребенной под ним. Чтобы понять, насколько это умное решение, достаточно вспомнить, что было раньше. До этой станции на полюсе стоял знаменитый серебристый купол — огромный геодезический шатер, накрывавший внутренние постройки. Он выглядел эффектно, но со временем начал тонуть в снегу, и его в итоге пришлось разобрать. Купол проиграл снегу, а вот приподнятая станция на домкратах — нет. В этом и заключается главная идея первого подхода. Не пытайся победить снег грубой силой, ведь его все равно больше, чем тебя. Вместо этого поднимись над ним и заставь работать на себя даже ветер. Но это лишь один из способов выжить на краю света. А рядом инженеры пошли еще дальше и построили дом, который умеет ходить. Теперь вернемся к той самой станции, с которой все началось — британской базе Халей. Она стоит не на твердой земле, а на плавучем шельфовом леднике, гигантской плите льда, которая лежит на воде у самого края континента. И этот лед не стоит на месте. Он медленно, но постоянно ползет в сторону океана, примерно на 400 метров каждый год. Проблема в том, что рано или поздно такой лед доходит до края и откалывается в море огромными глыбами. А еще в нем внезапно появляются трещины, которые способны отрезать станцию от безопасной зоны. Ставить здесь обычное здание на фундамент — все равно, что строить дом на спине медленно уплывающего айсберга. Поэтому инженеры придумали нечто совершенно необычное. Станцию Хелей собрали из 8 ярких модулей капсул, соединенных между собой, словно вагоны поезда. Каждый модуль стоит на гидравлических ногах, а на концах этих ног закреплены широкие лыжи. Ноги позволяют поднимать станцию над нарастающим снегом, а лыжи дают возможность сделать то, на что не способно практически ни одно здание в мире — переехать целиком на новое место. Именно это и случилось несколько лет назад. Во льду, недалеко от станции, поползла опасная трещина, и оставаться на прежнем месте стало слишком рискованно. Тогда команда разделила станцию на отдельные модули, прицепила их к мощным тракторам и медленно оттащила каждый на десятки километров вглубь ледника, в безопасную зону. Дом буквально уехал от опасности своим ходом. И у этой станции есть еще один повод для гордости, о котором мало кто знает. Именно здесь, на Хеле, ученые когда-то впервые заметили, что в защитном озоновом слое над планетой появилась дыра. Получается, что этот кочующий по льду дом на ногах не просто выживает в невозможных условиях. Он еще и помогает делать открытия, которые касаются каждого человека на Земле. До этого мы говорили о зданиях, которые поднимаются и даже переезжают. Но у инженеров есть и совсем другой подход,
основанный на противоположной идее. Иногда дом нужно не двигать, а наоборот, закрепить намертво, чтобы он не сдвинулся ни на сантиметр. Все зависит от того, на какой поверхности его строят. И это первое, что изучают проектировщики. По сути, у строителей в Антарктиде есть два совершенно разных типа основания. Первый — это плавучий лед, как под станцией Хелли. Он живой, он течет к морю и трескается, поэтому здесь ничего нельзя ставить жестко. Отсюда и все эти хитрости с ногами и лыжами, позволяющие зданию двигаться вместе с обстановкой или уезжать от опасности. Но есть и второй тип основания — голая каменная скала, которая торчит изо льда. Такие участки в Антарктиде — большая редкость и настоящая находка для строителей. Камень не ползет, не тает и не трескается под ногами, а значит, на нем можно построить что-то по-настоящему прочное и неподвижное. Именно так поступили с бельгийской станцией «Принцесса Елизавета», поставив ее на твердый скальный гребень. Здесь инженеры пошли путем, обратным станции на лыжах. Они намертво прикрепили здание к скале. Станцию буквально прибуривают к камню, вгоняя крепление глубоко в твердую породу. Работа оказалась настолько тяжелой, что при бурении этого сверхтвердого камня у строителей ломались даже стальные буровые головки. Зато в итоге здание держится за скалу так крепко, что его не сорвут никакие ветра. В этом и есть главная мудрость антарктического строительства. Здесь не существует одного универсального решения на все случаи жизни. Инженер сначала внимательно читает саму землю, лед перед ним или камень, движется он или стоит, и только потом решает дать зданию ноги или, наоборот, приковать его к скале. А дальше начинается не менее сложная задача — как вообще доставить и собрать все это на краю света. Допустим, инженеры все продумали и решили — дать зданию ноги или прикрепить его к скале. Но остается вопрос, который может свести с ума. Как вообще доставить и собрать все это посреди ледяной пустыни? Ведь на краю света нет ни дорог, ни кранов, ни бригад рабочих, готовых выйти на стройку. И именно логистика часто оказывается самой сложной частью всей затеи. Главная хитрость в том, что станции почти не строят на месте с нуля. Их собирают заранее, еще в теплых странах, где есть заводы, инструменты и нормальные условия для работы. Отдельные модули будущей станции делают целиком, а потом устраивают им пробную сборку, чтобы убедиться, что все части идеально стыкуются друг с другом. Модули британской базы, например, сначала полностью собрали в теплой стране и только затем разобрали и отправили в путь. Дальше начинается самое трудное — доставка всех этих деталей на место, в глубину континента, к тому же Южному полюсу. Грузы возят на специальных самолетах с лыжами вместо колес. Такой самолет садится прямо на укатанный снег, но берет за раз ограниченный вес и объем. Из-за этого размер грузового отсека диктует максимальный размер любой детали станции. Все, что не влезает внутрь, туда просто не доставить. А теперь представь масштаб этой работы в цифрах. Чтобы построить всего одну станцию на полюсе, туда пришлось перебросить тысячи тонн материалов. И все это богатство везли не одним рейсом, а сотнями отдельных перелетов, растянутых на несколько коротких летних сезонов. Каждый самолет привозил лишь маленький кусочек будущего здания. По сути, строительство станции похоже на сборку гигантского конструктора, детали которого прилетают по одной и очень редко. Ты не можешь ошибиться, не можешь потерять деталь и не можешь просто заказать новую с доставкой на завтра. Именно поэтому за каждой такой стройкой стоят годы расчетов и подготовки. Но собрать коробку — это лишь полдела. Куда сложнее сделать так, чтобы внутри нее люди могли выжить. Ведь зимой станция полностью отрезана от мира. Ни самолетов, ни помощи, ни возможности уехать. Люди остаются один на один с морозом, темнотой и друг с другом на долгие месяцы. Первая задача — сохранить тепло. И решают ее стены необычной конструкции. Их делают многослойными,
как толстый термос, чтобы драгоценное тепло не уходило наружу. У бельгийской станции, например, стены состоят сразу из 9 слоев разных материалов, плотно уложенных друг на друга. Такая оболочка держит холод снаружи так хорошо, что внутри можно ходить в обычной домашней одежде. Но одного тепла мало. Человеку нужны еда, вода и свежий воздух там, где вокруг лишь мертвый лед. Поэтому станции оснащают замкнутыми системами жизнеобеспечения, которые бережно расходуют каждый ресурс. На некоторых базах даже устраивают небольшие теплицы, где под лампами выращивают свежую зелень. Свежий салат посреди ледяной пустыни — это не роскошь, а способ поддержать здоровье людей. Однако самое коварное испытание вовсе не физическое, а психологическое. Зимой солнце месяцами не поднимается над горизонтом, и станцию окутывает бесконечная полярная ночь. Долгая темнота, теснота и одни и те же лица вокруг способны подкосить даже самого крепкого человека. От такого давления у людей портится настроение, сбивается сон и наваливается тоска. Поэтому дизайн интерьера здесь — это не про красоту, а про выживание рассудка. Инженеры специально продумывают теплые цвета стен, мягкий свет и уютные общие пространства, где команда может собираться вместе. Все это помогает людям держаться, не падать духом и чувствовать себя как дома, даже за тысячи километров от него. И, как оказалось, именно этот опыт жизни в изоляции нужен человечеству для куда более смелой цели. Оказывается, некоторые антарктические станции давно превратились в репетицию полетов в космос. Лучший пример — франко-итальянская станция «Конкордия», спрятанная глубоко внутри континента. Она стоит высоко над уровнем моря, на огромном ледяном плато, где воздух разрежен, а зимой температура падает примерно до минус 80. Более чуждого и враждебного места для человека на нашей планете почти не найти. Условия здесь настолько похожи на другой мир, что станцию в шутку прозвали «Белым Марсом». Именно поэтому Европейское космическое агентство использует «Конкордию» как площадку для своих исследований. Небольшая команда людей проводит здесь целый год в полной изоляции, отрезанная от мира, почти как будущий экипаж по дороге к далекой планете. Ученых интересует не столько сам холод, сколько то, что происходит с людьми внутри. Они наблюдают, как человек переносит долгую темноту, тесноту и оторванность от всего привычного. Как меняются сон, настроение и отношения в маленьком коллективе, из которого невозможно просто выйти и уехать. Все это — бесценные данные для будущих долгих космических миссий к Луне и Марсу. А есть и другой взгляд в будущее, связанный уже не с людьми, а с самими станциями. Та самая бельгийская принцесса Елизавета стала первой в мире станцией с нулевыми выбросами. Она работает на энергии солнца и ветра, бережно расходует каждый ватт и почти не вредит нетронутой природе вокруг. По сути, это образец того, как можно жить в самом суровом месте, ничего после себя не разрушая. Если собрать все это вместе, вырисовывается по-настоящему большая картина. То, что инженеры и ученые отрабатывают сегодня на краю Земли, завтра пригодится далеко за ее пределами. Антарктида незаметно стала полигоном, на котором человечество проводит эксперименты над своим будущим. Вот так, шаг за шагом, люди научились строить дома там, где сама Земля будто мечтает от них избавиться. Мы увидели станции, которые поднимаются на домкратах вслед за снегом, чтобы он не похоронил их заживо. Видели базу, стоящую на ногах с лыжами, которая при опасности просто уезжает на новое место своим ходом. И встретили здания, намертво прикованные к голой скале, чтобы их не сорвал ни один ветер. За всеми этими решениями скрывается одна и та же простая мысль, которую стоит запомнить. Инженеры здесь не пытаются грубо победить природу, ведь в открытой борьбе она всегда сильнее. Вместо этого они внимательно изучают ее правила и подстраиваются под них, поднимаются над снегом, скользят по льду и цепляются за камень.
Именно в этом умении договориться со стихией и заключается настоящая инженерная мудрость. И теперь вспомни ту самую базу Хелий, с которой начался наш рассказ. Здание, которое умеет ходить, больше не кажется фантастикой или выдумкой, правда? Теперь ты знаешь, зачем ему гидравлические ноги, откуда взялись огромные лыжи и почему однажды ему пришлось уехать от трещины во льду. За каждой странной деталью этих станций стоит холодный расчет и борьба за человеческие жизни. Антарктида доказывает простую вещь. Для человеческого ума почти не осталось по-настоящему невозможных мест. Мы научились жить и работать даже на краю света, где мороз, ветер и снег веками не пускали к себе никого. Если тебе было интересно, напиши в комментариях, какая из станций удивила тебя больше всего. Обязательно поставь лайк, поделись этим видео с друзьями и родными и подпишись на «Скрытый горизонт», чтобы не пропустить новые удивительные истории с самых дальних уголков нашего мира. До встречи в следующем выпуске.